Всем здравствуйте! Хочу сегодня поговорить о замечательном бое, который прошел. Бетербиев, Гвоздик. Наткнулся на просторах интернета на одного деятеля, боксера, специалиста, главного сейчас приглашенного, такого YouTube-канала, как «Боевые ботаники». Вообще, мне нравится ход его рассуждений. Человеку свойственно. Если ему что-то нравится, он одобряет, ему, соответственно, и нравится рассуждение другого человека. Но я не согласен с некоторыми его выводами, и я хочу о них рассказать. Во-первых, все набросились на Бетербиева, и все ожидания были от Гвоздика. Гвоздик не оправдал ожидания некоторых людей, общественности, ставочников, аналитиков, экспертов. Почему так произошло? В рассуждениях, прогнозе на бой, который делали на канале «Боевые ботаники», говорилось о хороших качествах Бетербиева, но качества Гвоздика возводились в абсолют. Причем они ожидали, что Бетербиев все забыл, а Гвоздик только улучшился. Мне вот интересно, почему. И вот я хотел бы немножко пройтись по технике Гвоздика. Во-первых, ноги. Боженька дал ноги человеку для того, чтобы он ими ходил вперед, а не бегал по рингу назад. Опять же, проблема передвижения в том, обратите внимание, первый раунд боя Бетербиев-Гвоздик. Пересмотрите, посчитайте, сколько раз Гвоздик перекрестил ноги. Перекрестил, я не знаю, как правильно, извините. За это новичка наказывают. О чем это говорит? Во-первых, он не может драться под давлением. Во-вторых, ноги он использует для ходьбы назад. Потому что когда его самые удачные серии, это когда он стоит на месте, бьет, либо когда он подпрыгивает к сопернику, и в этот момент видно, как его тело идет вперед, то есть у него нет баланса на ногах. У Бетербиева же наоборот, академическая стойка. И мне вот интересно, какие ожидания были от Тедди Атласа, что он должен был сделать. Гвоздик все свои бои проводил в одном стиле, и этот стиль ему еще достался, понятно, что с любительского бокса, и он его придерживался. Зачем он взял чемпионский пояс с этим стилем? Но оказалось-то в том, что на таком уровне надо подстраиваться под соперника. И он не то, что не мог подстроиться, он не мог выдержать давление. И вся проблема, что физические возможности человека ограничены. И если ты так выкладываешься в начале, то ты в любом случае просядешь. Бетербиев же наоборот, 2 раунда побоксировал, снизил темп, раунд отдает Гвоздику. 2 раунда побоксировал, снизил темп. Разгромный, он проиграл 8-й раунд. И что было дальше? Он просто разорвал его. Дальше. Так вот, по технике, что умеет Гвоздик? Где его мифическая сила удара? Он попадал правым, чисто в бороду, Бетербиев пошатнулся и пошел дальше на него. Он бил его в своей технике, передвигаясь вперед. Где же эта мифическая сила? Опять же, у меня только одно оправдание. Не выдержал психологического давления. Еще такой момент затронул этот вот деятель, рассуждающий о боксе. Тедди Атлас. Что должен был сделать Тедди Атлас? Заново научить его боксировать? Я думаю, что он бы все равно проиграл, потому что может тренер сделать там за бойцом? Сколько? За 1,5 года? Это ничто. Способен ли был Гвоздик выполнять тактическое, стратегическое мышление, которое ему закладывал на бой Атлас? Я не уверен. У человека ноги заплетались. Человек чемпион мира по ВБЦ. У него заплетаются ноги в первом раунде. Какой план на бой? Он вышел на автомате и работал. Так. Еще такой момент. Зачем-то затронули силу удара Бетербиева. Вот этот вот специалист, который перед вами. Он его назвал природным нокаутером
объясните мне, вот что такое природный нокаутер? Его боженька при рождении поцеловал. Что случилось с ним? Ну вот в какой момент он начал ронять людей? Что вижу я? Человек физически развит. Вы можете найти тренировки Бетербиева. Он берет 2 своих собственных веса, штангу. Упражнение из тяжелой атлетики называется «Взятие штанги на грудь в стойку». Он берет 2 своих собственных веса. Потом я предлагаю вам пойти посмотреть протоколы по тяжелой атлетике и понять, какой уровень это. А уровень это чемпионаты Европы для его веса. Опять же, смотрел этого деятеля раньше, там где было рассуждение, работа с весом замедляет. Человечище, я тебе скажу, что штанга до груди с пола пролетает 2 метра меньше, чем за 2 секунды. Меньше, чем за 1 и меньше, чем за 1/4 часть секунды. А теперь ты мне специалист бокса. Скажи, сколько занимает сложная двигательная, сложная ответная реакция боксера? Так я тебе скажу, она занимает 0,3-0,5 секунды. А теперь замедляет это или не замедляет? Вот у меня вопрос, что ты рассуждаешь про скорость? Для чего скорость? Скорость убивает в боксе. Вот Бетербиев быстрее, у него лучше ноги, лучше баланс на ногах, он поэтому и выиграл. И удар у него сильнее. Так что учи матчасть, братан. И еще я тебе скажу. Если бы ты знал что-то по скорости, то носик у тебя был бы немного поровнее. Все, всем пис, на эмоциях, извините.